Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Канал об узорах, простых, не очень простых, легких, ажурных, плотненьких, всяких разных, на любой вкус и цвет, из разных расцветочек, разной пряжи. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты, там собраны небольшие коллекции для вашего удобства. Я надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, свои комментарии. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата, огромный привет. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваши отзывы, за ваши пожелания, за вашу фантазию. Вы большие молодцы. Очень рада, что мы с вами вместе общаемся на канале. И я к вам с новым узорчиком. Ниточки это у нас Yarn Art Baby. Да? Вы уже знаете, ниточки 100% акрил. Так? И вы уже знаете, что мы работаем с крючком 3,5 миллиметра. Да? Нам так советует производитель, и мы берем данные ниточки. Давайте начнем с белых ниточек, их побольше. Так? Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Так? Сегодня мы с вами сделаем 33 воздушные петли. Раппорт узорчика будет состоять из 8 петелек, и мы, получается, чтобы хорошо закончить, мы сделаем 33 воздушные петельки. Договорились? Итак, петелька фиксации. Мы ее, когда делаем, мы никогда ее не считаем в наборе петелек. Да? Это просто петелька фиксации. А теперь 33 воздушные петли. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот наш будущий образец. Теперь я попрошу сделать вас, чтобы вы сделали ряд столбиками с накидом. Так вам будет проще в данном узорчике. Кто мастерица уже хорошо ориентируется в петельках, вы можете данный рядок просто пропустить. Угу. Новички, смотрите. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Дальше считаем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. Накид, и в пятую петельку вводим крючок и провязываем столбик с накидом. То есть 2 петельки и 2 петельки. Так, у нас уже получилось 2 столбика. Первый столбик, да, а вот эти вот 3 петельки, которые мы делали, это имитация еще одного столбика. Понятно? То есть итого 2 столбика. И так далее. В каждую петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом до конца ряда. Потому что потом в дальнейшем мне будет так проще и удобнее вам показывать узорчик. Да? И вы сами тоже, когда будете провязывать за столбик, вам будет намного легче и удобнее. Все, договорились? Итак, до конца ряда провязываете столбик с накидом, а в конце ряда я вас встречу. Угу, давайте. Итак, ну что, получилась у вас вот такая вот дорожечка, да? Аккуратненькие столбики. Новички отработали навыки вязания столбиков. Так, что делаем дальше? Дальше я хочу присоединить новую ниточку. Так? Если вы хотите, вы тоже присоединяйте. Если не хотите, не присоединяйте. Но новичкам я покажу. Смотрите. Вот я так одну петельку распущу, потому что в 2 последние петельки столбика, так, неважно какого столбика, с накидом, без накида, с двумя, с тремя накидами, именно 2 последние петельки мы провязываем новой ниточкой. Раз, ввели новую ниточку. И продолжаем дальше по узорчику. По узорчику у меня дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Понятно, да? Подтянули беленькую, подтянули зелененькую, поворот. Теперь смотрите, по узорчику у меня здесь должна быть 1 воздушная петелька. Раз. Итого у нас получилось 3 петельки подъема и 4-я петелька получается узорчика. Дальше что делаем? Сюда же, да, где у нас зелененькая ниточка началась, мы делаем 3 столбика с накидом. Раз столбик, сюда же 2 столбик и сюда же 3 столбик. Так, это будет такой как бы полувеерочек. Вы потом в дальнейшем, поймете, увидите. Что делаем дальше? Дальше мы с вами пропускаем 3 воздушные петельки. В нашем случае это будут верхушки столбиков. Раз, два, три. И в 4-й столбик делаем столбик без накида. Ввели крючок, захватили ниточку и провязали 2 петельки сразу вместе. Есть. А теперь будьте внимательны. Так мы провязывали только в начале. Теперь мы с вами должны будем сделать 2 накида. Мы делаем раз накид, 2 накид. Теперь внимательно. Пропускаем 4 воздушные петельки. В нашем случае 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5-й, верхушку 5-го, вводим крючок, вытягиваем ниточку. Так. И теперь провязываем наш столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Есть. Так. Дальше 2 накида опять,
И в следующий столбик, который идет, да, опять вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И точно так же третий раз делаем 2 накида и следующий, получается, столбик, вводим крючок и провязываем также 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот. У нас получились такие столбики в наклон. Дальше. 2 воздушные петельки, 2 накида. И теперь мы с вами возвращаемся к тем 3 столбикам, которые мы с вами пропустили. Угу. Итак, сразу же за столбиком, вот за этим, который столбик без накида, сразу же за ним следующий столбик. Вводим крючок в верхушку, беремся как нам удобнее, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Получился как бы такой вот как бы крест-накрест, да? Повторяем дальше еще раз точно так же. 2 накида в следующий столбик, опять вводим крючок и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть это столбик с 2 накидами. И последний, третий столбик, точно так же, как и слева мы провязали, точно так же провязываем и справа. Вводим крючок в столбик, верхушку столбика, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот, у нас с вами должна получиться вот такая картина. Так? Пока, возможно, что-то непонятно, просто повторяйте. Угу. Дальше, вот наш столбик закончился, который мы слева провязывали. И в следующий мы вот так вот ныряем в верхушку и провязываем столбик без накида. Все, зафиксировали вот такую вот конструкцию. Точно так же мы делаем и дальше. Еще раз. 2 накида, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5 столбик вводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. 2 накида в следующий столбик, вводим крючок, точно так же провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И третий раз. То есть у нас будет слева 3 таких вот столбика наклоненные, да? Дальше 2 воздушные петли. И теперь уходим вправо. Угу. Вот у нас будет 1 столбик, 2 столбика и 3 столбика. Между ними 1 столбик будет пустой. Понятно? Мы его привязывать не будем. Итак, вправо ушли. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Это наш первый столбик с 2 накидами. Далее второй столбик с 2 накидами. И третий столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. И нашу конструкцию полностью зафиксировали. То есть закончился этот наш столбик, мы провязывали. И в следующий столбик провязываем столбик без накида. Все. Понятно? Вот должна получаться вот такая вот конструкция. Давайте, вы сейчас самостоятельно провяжете еще раз до конца ряда, да? А в конце ряда я вас встречу. Давайте. Итак, провязали самостоятельно, практически дошли до конца ряда. И здесь я вам хочу напомнить, что здесь мы будем провязывать обычные столбики с накидом, то есть не с 2 накидами, да? Итак, вот вы сделали последний столбик без накида, соединили вот эту вот конструкцию. Теперь точно так же пропускаете 3 столбика, 1, 2, 3, и в самый последний, да, получается в 4-й, но в нашем случае это получается 3-я петелька подъема. Помните, здесь были 3 петельки, 1, 2, 3. Вот, сюда вводим крючок и провязываем обычный столбик с накидом 1, обычный столбик с накидом 2, обычный столбик с накидом 3. Так? И заканчиваем точно так же, как начинали. А начинали мы, получается, у нас были 3 петельки подъема и воздушная петля. То есть здесь у нас точно так же будет 1 воздушная петля и столбик с накидом. Угу. И смотрите, девчат, пока я тут вязала, я решила, что я здесь присоединю новую ниточку, чтобы у меня узорчик был. Ну, мне так захотелось. Дальше будет узорчик повторяться, он будет уже вязаться 2 ряда одним цветом, да, то есть вот туда и обратно, больше отрезать не будем. Итак, здесь просто вспомогательный ряд немножечко сбил, да, смотрите. Последние 2 петельки провязываем новым цветом, таким вот образом. Воздушная петелька, подтянули зеленую ниточку, подтянули беленькую ниточку. В предыдущих видео во многих я показываю, как ниточки прятать, да, в процессе вязания. Итак, белая ниточка. Повернули наше вязание и сюда же вот верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петли. И помните, у нас здесь между нашими конструкциями был столбик без накида. Ныряем в верхушку столбика без накида и провязываем столбик с накидом. Хоп. Повторяем, да? Пока повторяйте, потом принцип поймете. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3.
И у нас здесь была арочка из 2 воздушных петелек. Помните, да, между тремя вот этими нашими большими столбиками с 2 накидом. Ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Есть. Опять 3 воздушные петли. Столбик с накидом в столбик без накида. Вот между этими конструкциями. Вот таким образом. Опять 3 воздушные петли и в арочку ныряем столбик без накида. То есть поочередно. Столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида. Видите, мы ряд выравниваем. Поняли, да? Выравниваем ряд. Итак, вот таким же образом провязывайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Ряд вообще не сложный. Договорились? Давайте. Так, смотрите, практически до конца провязали и смотрим. Вот помните, у нас здесь с вами было 3 столбика с накидом, воздушная петелька и столбик с накидом. Вот ныряем в воздушную петельку, да, вот в эту арочку. И провязываем нашей белой ниточкой столбик без накида. Есть. Ряд закончится. Что делаем дальше? Воздушная петелька, поворот. Сюда же в этот столбик без накида ныряем и провязываем столбик без накида. А теперь смотрите. Теперь мы с вами будем повторять все то же самое, что мы делали с зеленым вот этим вот рядом, но только немножко сдвинемся. Итак, 2 накида и шагаем, получается, в первую воздушную петельку, которую мы здесь провязывали. То есть мы перешагнули через столбик, да? Вот она, первая воздушная петелька. Зацепились и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять 2 накида. В следующую петельку аккуратненько вы приноровитесь, у вас будет потом получаться намного быстрее. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 накида. И получается в третий столбик, в третью воздушную петельку провязываем третий столбик с 2 накидами. Есть. Теперь 2 воздушные петельки. Так. 2 накида и возвращаемся обратно. Вот видите, вот эти наши 3 петельки, да, которые были воздушные. Вот мы возвращаемся к первой петельке, цепляемся за нее и провязываем столбик с 2 накидами. То есть ничего сложного, да? Дальше цепляемся ко второй воздушной петельке. Сейчас покажу, что у нас получится, какая красота. И точно так же цепляемся к третьей воздушной петельке. Так. И сразу же соединим нашу конструкцию, да, вот в этот столбик, который был без накида предыдущего ряда. В него же делаем столбик без накида. Понятно? Вот. У вас должна получаться вот такая вот красота. Угу. Объемненькая, пузатенькая, такие вот подушечки. Понятно? Все. И таким же образом вы провязываете и дальше. Давайте еще одну подушечку такую покажу. Итак, 2 накида. Шагаете через вот этот вот большой столбик, да, столбик с накидом. В следующую петельку цепочки. Раз, шагнули, провязали 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять 2 накида, нырнули дальше. В следующую петельку цепочки. Провязали столбик с 2 накидами и нырнули в третью петельку цепочки. Аккуратненько вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Не забыли 2 воздушные петли, 2 накида. И возвращаемся обратно, да? То есть вот нашему первому петельке цепочки. Так. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Ко второй петельке цепочки. Захватились 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И точно так же цепляемся за третью петельку цепочки. И провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот они, наши столбики с 2 накидами. И всю эту конструкцию соединяем вот со столбиком без накида предыдущего ряда. Ныряем в верхушку и соединяем. Все. Огонь, красота. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, ну что, у вас получилось? Итак, смотрите. Когда мы сделали последние вот эти вот 3 столбика с 2 накидами, да, мы должны соединить нашу конструкцию столбиком без накида. Вот, видите, последний столбик без накида, беленькая ниточка, в нее ныряем, верхушечку. И здесь я хочу опять поменять ниточку. Угу. Вы можете менять, вы можете не менять, вы можете на третий цвет менять, да. То есть на ваше усмотрение здесь вас вообще никто не ограничивает. Итак, последние 2 петельки я провязала новым цветом. Так. А теперь я буду повторять все то же самое, получается, что я провязывала в предыдущих рядах. То есть я должна буду восстановить вот такую вот картину. В общем, смотрите. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Так, поворот.
И теперь я провязываю 3 петельки узорчика. Раз, два, три. В верхушку, вот в эту арочку ныряю и провязываю столбик без накида. 3 воздушные петельки. И в столбик без накида предыдущего ряда. Помните, между двумя конструкциями, да? Ныряю в верхушку и провязываю столбик с накидом. Я как бы выравниваю опять рядочек, да? Итак, опять 3 воздушные петельки. Ныряю в арочку из 2 воздушных петелек и провязываю столбик без накида. 3 воздушные петельки и столбик без накида между двумя этими конструкциями, столбик с накидом. Ну, понятно, да? То есть то же самое, что мы делали вот в этом беленьком ряду. То есть опять немножко смещаем, и у нас будет точно такой же ряд, как зелененький. Давайте до конца ряда, там я вас встречаю. Итак, растет наша красота, да? Смотрите, что делаем дальше. Дальше мы будем точь-в-точь повторять зеленый ряд. Вот точь-в-точь, с которого мы начинали. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Так. И 1 воздушная петелька узора. И вспомните, да, что мы здесь, получается, вязали вот эти вот наши веерочки, полувеерочки такие, да, столбиками с накидом. В начале и в конце. Вспомнили? Итак, сюда же, где мы делали 3 петельки подъема, вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Не с 2 накидами, с 1 накидом. Раз. Сюда же столбик с накидом 2. И сюда же столбик с накидом 3. Угу. Вот. Дальше что мы делаем? Присоединяемся столбиком без накида. Вот где столбик без накида, сюда же столбик без накида. Все, начало положено. А дальше 2 накида, вернее. И мы провязываем за воздушные петельки наши столбики с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять 2 накида за вторую петельку воздушную. Еще провязали второй столбик с 2 накидами. И третий столбик с 2 накидами. Все, дальше уже идет повторение. Дальше вы уже не ошибетесь. Вы уже принцип узорчика поняли. И будете вязать на нужную вам длину, высоту. Да? Так, раз столбик покажу. Второй столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И третий столбик с 2 накидами. Вот. И всю нашу конструкцию закрепили столбиком без накида за столбик без накида предыдущего ряда. Все. Вот. Понятно? То есть вы сейчас провязываете до конца ряда и вспоминаете, как мы провязывали здесь. Здесь мы провязывали точно так же столбики с 1 накидом. И все. То есть такие вот как бы подушечки, да? А здесь с краешку у вас просто обычные столбики. Ну а беленькой ниточкой получается полноценные подушечки. Да? Ну в моем случае бело-зеленая, в вашем случае это может быть любые другие цвета. Понятно? Все, узор несложный, узор понятный, всего лишь 2 ряда узорчика. И давайте вырастим наш образец в несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, девчат, смотрите, довязали, да, например, до определенного какого-то нужного размера, да, длины, высоты. И вы в любом случае меня спросите, Оль, как закончить, да? Смотрите, я, получается, провязала ряд, как мы с вами провязываем столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик с накидом, 3 воздушные петельки, столбик без накида и так далее, да? То есть как мы готовимся, так скажем, к нашим вот этим подушечкам. А следующий ряд, последний, просто столбиками с накидом, да? Там, где у нас столбик с накидом, идет столбик с накидом, да? Вот столбик с накидом, я тут же провязываю столбик с накидом. Там, где у нас 3 воздушные петельки, пожалуйста, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Там, где у нас столбик без накида, мы опять делаем столбик с накидом, чтобы у нас был ровненький ряд. И все. Где у нас 3 воздушные петельки, опять будут 3 столбика с накидом. Не сложно? Не сложно. Все, вот таким образом вы можете закончить, да? Вы можете, может быть, что-то свое придумаете. Ну, я просто к тому, что вот так вот просто мы начали, да, и просто вот так вот закончим. Все, несложно, красиво. Можно применить остаточки. Девчата, обязательно можно здесь применить остаточки. Можно сделать, конечно, из одного цвета. Это может быть ниточка более толстая. Это может быть ниточка более тонкая. То есть летний вариант, демисезонный вариант, зимний вариант. Да? В зависимости от толщины ниточки, естественно, это будет изделие. Шарфик, снудик, жилеточка, кардиганчик. Возможно, какой-то либо топичек. Да? Видите? И самое интересное, что получается, вы провязываете рядочек, обратно рядочек. Да? Вот, это может быть один цвет. Следующий, второй цвет, третий цвет, четвертый цвет. И такая вот разноцветная будет у вас классная какая-то вещица интересная. Итак, смотрите.
Мы с вами, получается, видите, здесь немножко так вот пошло, да, волной. Если вы будете точно так же набирать столбики, то в дальнейшем просто-напросто вы здесь набираете меньше, да, как вот волнами вяжут, да, вот. Смотрите, мы с вами набирали 33 воздушные петельки. Итак, сколько же это будет, если эта же пряжа, этот же крючок и такая же плотность вязания? Вот прям все совпало. Это 15 сантиметров. Угу. А здесь, получается, посчитаем. Как будем считать? То есть 2, получается, у нас 2 накида, да? За один ряд возьмем. Раз, два, ну пусть будет, да? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, посчитаем вот так вот. 11 рядочков. И у нас получается, ну, если брать по этой точке, 13 сантиметров. Так? Если будем брать непосредственно по самой маленькой точке, то это будет 12 сантиметров. Но в любом случае прикольно, интересно, шикарно, да? А? Как думаете? Естественно, что такое, видите, как вот он тянется. Вообще шикарно тянется. Так, я жду от вас комментариев. Надеюсь, видео вам понравилось, вы оставите свои лайки. В комментариях напишите, куда можно использовать данный узорчик. Возможно, кто-то уже вязал данным узорчиком, узорчик не новый. И надеюсь, кто еще не подписался, обязательно подпишется. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поделиться. Под видео, да, находится кнопочка «Поделиться», стрелочка. Нажимайте на нее, делитесь со своими подружками, со своими знакомыми в разных соцсетях. Заранее спасибо большое. Ну все, до новых видео. Всем пока-пока.